Работник зоопарка в Китае однажды нашел на улице бездомного щенка породы лабрадор. Конечно, он не мог оставить его в беде и забрал с собой. Щенок превратился в замечательную, ласковую собаку, которую назвали Лу. Никто бы не подумал, что у этой собаки хватит любви и заботы, чтобы стать приемной матерью для 3 маленьких тигрят. Лу окружила тигрят теплом и вниманием, но позже ей пришлось столкнуться с угрозой со стороны взрослых тигров. Давайте расскажем, как развивались события. Часто можно услышать истории о том, как кошки выкармливают чужих детенышей, например, крольчат или бельчат. И хоть история о Маугли, воспитанном волками, выдумана Редьярдом Киплингом, в реальности подобные случаи случаются нередко. Животные, живущие в стае, такие как гориллы, дельфины или волки, по своей природе имеют высокую эмпатию. Именно поэтому они могут легко принять под свою защиту малыша другого вида. Особенно это касается домашних животных, таких как кошки и собаки, которые привыкли к постоянному контакту с людьми и другими животными. Случается и так, что матери просто не могут отличить своих детенышей от чужих. Именно такая ситуация произошла с Лу. Когда сотрудник зоопарка Цзилин подобрал ее на улице, он устроил собаку в зоопарк, где ей обеспечили безопасность и заботу. Там Лу обрела новый дом и стала верным другом Линна, известного своей любовью к животным. К нему часто обращались с просьбами приютить больное или брошенное существо. Однажды Лин получил известие о 3 тигрятах, оставшихся без матери. Сначала он сомневался, сможет ли помочь им, ведь обычно он занимался спасением только мелких или средних животных. А тут целых 3 тигра, которые вырастут в крупных хищников. Тогда у него появилась идея познакомить тигрят с Лу, ведь совсем недавно она стала матерью. Как ни странно, новоиспеченную маму не напугали тигрята. Лу сначала осторожно принюхалась к ним, а потом произошло нечто невероятное. Она позволила малышам прижаться к себе и напиться ее молока. Лабрадоры довольно крупные собаки, и Лу смогла в течение нескольких месяцев кормить тигрят своим молоком. Она действительно заменила им мать, заботилась о них и относилась к ним как к своим собственным детенышам. Со временем тигры окрепли, и ветеринары подтвердили, что их здоровью больше ничего не угрожает. Лу отлично справилась со своей ролью. Даже когда тигры доросли до ее размера, она продолжала о них заботиться. Однако, когда тигры стали взрослыми, их острые когти начали представлять опасность для Лу. В итоге было решено, что тигры должны жить среди своих сородичей, и их переселили в другой вольер. Хотя воссоединение не планировалось, судьба распорядилась иначе. Прошло 2 года после того, как Лу разлучили с ее приемными детьми. Это произошло летом, когда в регионе бушевали бури. Зоопарк пережил много штормов, но ни один не был таким мощным, как этот тайфун. Лин и его коллеги были заняты обеспечением безопасности животных. Лу очень боялась грома и молний, и этот ураган особенно ее испугал. Она стремилась найти укрытие от сильного дождя и бушующего ветра. В панике собака перелезла через ограждение и случайно оказалась в зоне, где находился вольер взрослых тигров. Вскоре Лин заметил, что Лу оказалась среди хищников, и поспешил на помощь. Скоро появились взрослые тигры. Их было 6. Они заинтересовались случайной гостьей и восприняли ее как угрозу. Все, кто наблюдал за этим, ожидали самого худшего. Неожиданно 3 молодых тигров преградили путь взрослым. Конечно, это были те самые тигрята, о которых когда-то заботилась Лу. Они не колебались ни секунды и встали на защиту своей приемной мамы. Их поведение успокоило старших тигров. Те поняли, что Лу не представляет угрозы, и медленно разошлись по своим местам. Лу была спасена. До конца бури 3 тигров согревали и защищали свою маму от непогоды. Это удивительно, но полосатые защитники не забыли, как Лу заботилась о них словно о своих собственных детях. Те, кто был свидетелем этой трогательной сцены, были поражены тем, как крепки могут быть узы между животными совершенно разных видов. И хотя прошло 2 года, их связь осталась такой же прочной.